Какая лягушка настолько агрессивна, что может напасть на человека? Почему самый большой вид лягушек в мире была обнаружена только в прошлом веке? И какую лягушку можно назвать самым заботливым родителем? В этом ролике вы узнаете, где обитают самые большие лягушки на планете, чем готовы пожертвовать некоторые земноводные ради любви, и как самые тихие лягушки в мире оказались под угрозой вымирания. Сегодня вы узнаете, чем отличаются друг от друга самые крупные виды лягушек. Африканская лягушка-бык – одна из самых крупных лягушек на планете. По размеру ее превосходит только лягушка Голиаф. Пусть самки лягушек-быков и не достигают больших размеров, но самцы вырастают настоящими гигантами. Самцы африканских лягушек-быков достигают почти 10 дюймов в длину, а их вес может доходить до 3 фунтов. Самки примерно в 2 раза меньше самцов. И даже этот факт выделяет их среди других лягушек. Обычно у большинства видов лягушек самки крупнее самцов. Чаще всего лягушка-бык оливково-зеленого цвета. Самки иногда могут иметь на спине белые или желтые полосы вдоль спины. На задних лапах у взрослых лягушек есть выступ в форме лопатки, который помогает им раскапывать землю. Внешне африканская лягушка-бык похожа на большинство других лягушек. Ее кожа поглощает кислород и воду и содержит в своей структуре много желез. Эти железы располагаются на спине и голове. Они выделяют особую жидкость. Эта жидкость помогает лягушке убегать от хищников, а также сохраняет кожу лягушки влажной. Африканскую лягушку-быка относят к одному из 3 видов лягушек, которые имеют зубы. Хотя у африканской лягушки-быка нет настоящих зубов, но на нижней челюсти есть 3 нароста. Они называются одонтодами. Лягушка использует их не для жевания, а для захвата и удержания добычи. Помимо этого, лягушка-бык известна своим крепким скелетом и огромным черепом. Большую часть жизни африканская лягушка-бык проводит в одиночестве. Исключением является сезон размножения. В этот период после сильного дождя образуются неглубокие временные водоемы, где и собираются лягушки. Продолжительность жизни лягушки-быка может доходить до 35 лет, но вся ее активность приходится только на сезон дождей. Лягушку-быка можно найти в самых разнообразных местах обитания в Африке к югу от Сахары. Лягушки встречаются на востоке до Сомали, на западе до Нигерии, на юге до Южной Африки. Там лягушки населяют саванны, заросли кустарников по берегам водоемов и редколесья. Африканская лягушка-бык предпочитает ночной образ жизни. Днем лягушка зарывается в прибрежный грунт или сидит в воде. Несмотря на то, что лягушки являются земноводными, африканские лягушки-быки могут жить даже в самом сухом климате на протяжении нескольких месяцев. И все это благодаря специальному кокону, который умеет создавать лягушка. Этот кокон состоит из большого количества мертвых слоев кожи лягушки-быка. Она может множество раз подряд снять с себя кожу, чтобы создать такой кокон. В результате этот кокон становится плотной пленкой, через которую не проходит влага. А сама лягушка может потреблять влагу, оставшуюся в этой пленке. Затем лягушка начинает потреблять воду, которая накоплена в ее организме. И самое интересное, что лягушка-бык может накопить в своем организме приблизительно пол-литра воды. Из-за этого ее называют лягушка-водонос. Именно благодаря этой своей особенности лягушка может прожить до начала сезона дождей. В этот период дождь размочит уже высохший кокон. Он треснет, а лягушка выберется на волю. Если же среда становится слишком холодной, то лягушка может выкопать себе своего рода пещеру. Там она впадет в спячку и выберется в более благоприятное для жизни время. Благодаря этим особым умениям африканская лягушка-бык не имеет сильной зависимости от среды обитания. Ведь она приспособилась практически ко всем возможным изменениям в окружающей среде. Африканская лягушка-бык, как и многие другие лягушки, является хищником. Она питается практически всеми, кого сможет поймать. В рацион лягушек-быков входят рептилии, земноводные, насекомые, мыши и другие мелкие млекопитающие, а также мелкие птицы. Все, что помещается в рот лягушки, будет съедено. Так как лягушка-бык активна только в сезон дождей, а остальные месяцы в году она находится в спячке, просыпается она очень голодной. И еды ей требуется очень много, ведь сразу после того, как потомство подрастет, лягушка-бык снова впадет в спячку. Кроме этого, лягушки-быки могут есть друг друга. Будучи головастиками, они поедают своих братьев и сестер. А при отсутствии другого варианта еды лягушка-бык может съесть свое потомство. Даже кожа, которую лягушки сбрасывают в течение жизни, тоже сгодится им еду. Молодые лягушата начинают питаться насекомыми и дождевыми червями. В дальнейшем по мере роста переходят на голых лягушат, потом на более крупную добычу, в том числе и на змей. Самое интересное, что для лягушки-быка несложно поймать добычу, ведь чаще всего на лягушек охотятся змеи, которые знают, что лягушки активны в дождь. Так что лягушке-быку достаточно просто выйти из своего убежища и ждать. Змея сама ее найдет и мгновенно будет съедена этим гигантом. Известен печальный случай, когда в зоопарке в Южной Африке лягушка-бык съела 17
18 маленьких детенышей кобры. Многие ядовитые виды не страшны для лягушки-быка. Она может съесть даже скорпиона. А из-за излишней агрессии лягушки даже человеку стоит быть с ней осторожным. Лягушки охотятся с помощью своего языка, которым они хватают добычу и затаскивают в рот. Как и большинство хищников, лягушка-бык охотится на движущуюся добычу. Но также лягушка не будет против полакомиться и неподвижной целью. Основным оружием лягушки является ее пасть, которая сжимается с огромным усилием. Таким образом, лягушка-бык может перерубить свою добычу. Лягушки-быки часто бывают довольно ленивы, но это не умаляет их интеллект. На случай чрезмерной усталости они придумали способ, как удачно поохотиться. Для этого лягушки устраивают ловушку. Они закапываются в землю, оставляя на поверхности только нос для дыхания. И из своего укрытия с легкостью выслеживают и ловят ничего не подозревающих жертв. Размножение лягушек-быков обычно начинается после дождя. Молодые самцы собираются в небольшом водоеме, обычно неподалеку от крупного водоема. В этот период самцы начинают громко кричать. Их кваканье похоже на протяжное мычание коровы и длится 2-3 секунды. Из-за этого она и получила название лягушка-бык. Чаще всего для спаривания лягушки предпочитают лужи, ручьи и канавы. Более крупные самцы занимают центр этих водоемов и пытаются отпугнуть других самцов. Часто они дерутся, ранят или даже убивают друг друга. Самка в это время пытается проплыть под водой к самому крупному и сильному самцу, чтобы избежать спаривания с более мелкими и слабыми. После самка откладывает от 3 до 4 тысяч икринок и покидает водоем. Головастики вылупляются примерно через 2 дня, а забота о них ложится на отцовские плечи на следующие 3 недели. Пока головастики не вылупятся, самец остается в водоеме, чтобы охранять их. Как только появляются головастики, самец начинает присматривать за потомством с берега. В этот период самцы становятся крайне агрессивными. Они нападают на все, что движется поблизости. Если маленькому водоему грозит высыхание, самец задними лапами пророет канаву к крупному водоему, чтобы спасти головастиков. С другой стороны, заботливый родитель может начать есть свое потомство, если ему будет не хватать еды. Также самец может съесть несколько головастиков для того, чтобы спасти остальных. Это происходит в случае, если водоем, в котором находятся головастики, пересыхает, а поблизости нет другого. Помимо этого, у самцов бывают случаи, когда они начинают бороться за чужое потомство. Но это происходит не из-за сильных отцовских чувств. На это их толкает голод. Ведь если лягушка-бык сможет одолеть самца, приглядывающего за потомством, то все головастики достанутся ей. Очень часто африканские лягушки-быки становятся жертвами других хищников. На них охотятся крупные птицы, например, пеликаны, а лягушат могут поймать вараны или черепахи. Но лягушки-быки очень смелые. От нападавшего они будут защищаться всеми возможными способами. Лягушки смело вступают в бой, могут даже укусить того, кто на них нападет. Помимо этого, они пользуются своим громким голосом, чтобы отпугнуть от себя хищника. Также лягушка-бык считается деликатесом в некоторых африканских странах. Там считается нормой употребить в пищу лягушку целиком, а не только лапки. Но это является огромной ошибкой, ведь даже так лягушка может нанести обидчику вред. Лягушка-бык является крайне ядовитой, в ее теле содержится ряд токсинов, которые смертельны для человека. Особенно опасными считаются молодые особи, которые еще не начали размножаться. Поэтому допускается употреблять в пищу только тех лягушек, что были пойманы в брачный сезон. Африканской лягушке-быку не грозит вымирание, потому что помимо естественной среды обитания, она прекрасно живет и в неволе. Она считается отличным питомцем для некоторых любителей земноводных. А теперь давайте обсудим полную противоположность африканской лягушки-быка по поведению лягушку Голиафа. Этот вид лягушек считается самым большим на планете. Узнали об этой гигантской лягушке относительно недавно, только в 20 веке. А все потому, что эти лягушки крайне осторожны и пугливы. Лягушка Голиаф может достигать 13 дюймов в длину, а вес может доходить до 6 фунтов. Из-за своих внушительных размеров эти лягушки довольно неповоротливы. Сделав пару прыжков, они вынуждены остановиться и отдохнуть. Чаще всего лягушки-голиафы бывают темно-зеленого цвета с коричневыми вкраплениями. Их кожа морщинистая и бугристая. Лягушки-голиафы имеют очень острое зрение и чуткий слух. Понаблюдать за ними в естественной среде обитания большая удача. Обычно они не подпускают к себе человека ближе, чем на 130 футов. Как только человек оказывается слишком близко, лягушка убегает и прячется. Ее задние лапы в 2 раза длиннее тела, поэтому одним прыжком лягушка может преодолеть большое расстояние. Размер самцов лягушек-голиафов больше, чем размер самок, что отличает их от прочих видов лягушек. Но эта разница не слишком большая, и ее можно даже не всегда заметить. А еще у них есть одна очень интересная особенность. Они не любят говорить. Вернее, не могут. Несмотря на чуткий слух, зоркое зрение, огромный размер и другие уникальные характеристики, лягушка Голиаф немая.
У нее просто нет специальных голосовых резонаторов. Для своей жизнедеятельности лягушка Голиаф выбрала жаркий африканский континент. Чаще всего эти лягушки встречаются в экваториальной Гвинее, на юго-западе Камеруна. Также, возможно, они обитают в Габоне. Но это пока только предположение. Люди склоняются к тому, что для лягушек не имеет большого значения природная среда обитания по своим показателям. Или что лягушки могут жить даже в лужах. И, возможно, это утверждение является верным для многих других лягушек, но не для лягушки Голиафа. Эти лягушки крайне привередливы к своей среде обитания. Ведь от того, насколько чистый водоем они выберут для жизни, будет зависеть будущее их потомства. Поэтому лягушки Голиафы всегда выбирают водоемы с кристально чистой водой. Кроме того, в водоеме должна быть подходящая температура и идеальное содержание кислорода. Из-за зависимости от стольких факторов лягушки Голиафы чаще всего обитают в проточных реках или водопадах. Они отдают предпочтение стремительным проточным водам. Помимо этого, для лягушек очень важна высокая влажность воздуха. Для нормальной жизнедеятельности она должна находиться в районе 90%. В дневное время лягушки любят сидеть на камне или скалистых выступах и принимать душ. Они купаются в брызгах воды от водопадов или бурных рек. Но для таких водных процедур лягушка Голиаф выбирает самый высокий камень, чтобы иметь хороший обзор. Она всегда сидит лицом к воде, чтобы с легкостью уйти от хищника, который может напасть в любой момент. Обычно в такие моменты лягушки Голиафы идеально сливаются с окружающей средой, чтобы остаться незамеченными. Они соскальзывают с мокрых камней, а не благодаря одной особенности. На передних лапках этих лягушек есть специальные присоски, которые позволяют им удержаться даже на самых скользких поверхностях. Из-за своего крупного размера есть лягушке Голиафу нужно довольно много. Охотится она чаще всего ночью, но вызвано это заботой о собственной безопасности, нежели чем-то другим. Добычу для себя эти лягушки находят не только на суше, но и в воде. Чаще всего они едят жуков, небольших рыб, грызунов, скорпионов, раков, детенышей черепах, пресмыкающихся и маленьких птиц. Были сообщения о том, что в желудке лягушки Голиафа обнаружили летучую мышь. Лягушки Голиафы по максимуму используют возможности своего тела во время охоты. Они выслеживают добычу с помощью острого зрения. Затем одним прыжком они настигают жертву и прижимают ее к земле с помощью веса собственного тела, а после поглощают добычу. Более мелкую добычу лягушка ловит языком. Причем делает она это крайне быстро и ловко. В воде все намного проще. Лягушка Голиаф является отличной пловчихой, а оставаться без воздуха может целых 15 минут. Это позволяет ей без труда настигать жертву под водой. Из-за чрезмерной скрытности этот вид недостаточно исследован. Но ученые предполагают, что лягушки Голиафы ведут территориальный образ жизни. Другими словами, каждая особь владеет своей территорией, площадью до 65 квадратных футов. Такая обширная территория обусловлена тем, что лягушкам-голиафам нужно много добычи. На своей территории они и охотятся, и живут, не мешая своим сородичам. С наступлением сухого сезона у них начинается процесс размножения. В отличие, например, от шумных и агрессивных лягушек-быков, лягушки-голиафы молчаливы и скрытны. Поэтому ученые до сих пор не до конца понимают, как самка и самец находят друг друга в этот период. Будущий отец сначала вырывает небольшое углубление на дне водоема, затем строит из мелких камешков что-то наподобие полукруглого гнезда. Место выбирается вдали от стремнины, где вода более спокойная. После борьбы самцов за внимание партнерши лягушки спариваются. Процесс оплодотворения проходит в воде. Затем самка откладывает до 10 тысяч икринок. Отложенная икра остается на дне водоема на неопределенный срок. На этом забота самки о потомстве заканчивается, самец выступает ответственным родителем и остается присматривать за детьми. Ученым пока неизвестно, сколько времени уходит на то, чтобы из икринок появились головастики, но предполагается, что этот процесс занимает примерно 2-3 месяца. После этого на свет появляются довольно крупные головастики. Их размер в тот период равен размеру обычной взрослой лягушки. Сразу после появления на свет они должны прикрепиться к подводным камням, чтобы их не унесло сильным течением. Для этого у головастиков есть специальные присоски в районе рта, а также довольно сильный хвост, который позволяет сопротивляться течению. В этот период их рацион состоит из различных водорослей. И так до тех пор, пока они не превратятся в маленьких лягушат. Когда дети подрастают в достаточной степени, отец прорывает им проход к активной воде, а дальше уже каждый сам за себя. Живут лягушки-голиафы около 15 лет. Самая старая особь, найденная человеком, была старше 20 лет. Несмотря на внушительный размер и огромную осторожность, у лягушки Голиафа много природных врагов. На этих лягушек часто охотятся крокодилы как раз из-за мясистого мощного тела земноводных.
Часто на лягушек-голиафов охотятся большие птицы, хотя поймать этих лягушек не так просто. Возможно, именно из-за нежелания стать чьей-то добычей лягушки-голиафы научились хорошо маскироваться на суше. Численность вида постоянно сокращается из-за жизнедеятельности основного природного врага этих лягушек — человека. На данный момент лягушки-голиафы являются исчезающим видом. С начала 20 до начала 21 века численность этих лягушек сократилась вдвое. Местные жители ведут активную охоту на лягушек-голиафов, так как их мясо считается настоящим деликатесом. В ход идут отравленные стрелы, различные сети, а также ловушки. Кроме того, что африканцы едят этих лягушек, они еще и продают их за огромные деньги. Многие любители экзотики с удовольствием покупают этих лягушек ради содержания в домашних условиях. К сожалению, многие из них быстро погибают, так как процесс содержания не отличается простотой. А лягушки-голиафы слишком привередливы к условиям окружающей среды. Также лягушек отлавливали и вывозили за границу для соревнований по прыжкам, там они тоже долго в живых не оставались. Лягушек-голиафов пытались разводить в неволе, но этот процесс оказался крайне сложным. Все лягушки быстро погибают вне своей естественной среды обитания. Вот и подошло к концу знакомство с величественными гигантами среди лягушек. Надеюсь, вы узнали для себя что-то новое и интересное об этих удивительных созданиях. Природа полна загадок, и каждая встреча с ее обитателями — это уникальный опыт. Если вы хотите больше интересных фактов о животных, оставайтесь с нами. Поделитесь своими мыслями в комментариях. До скорых встреч!